Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Сегодня 16 августа. Давайте рассмотрим, какие ключевые события произошли, какие есть новости, как они повлияют на движение на рынке и что сегодня ожидается от направления движения доллара, нефти, золота, серебра, рубля и других ключевых активов. Давайте начнем с календарика событий. По Японии вышли данные ВВП. Экономика Японии показывает положительную динамику. Да, циферки здесь не очень большие, но надо понимать, что Япония, она от 90-х годов, когда там было потерянное десятилетие, стагнация, она до сих пор не может прийти в себя. Это связано с тем, что экономика и вообще социум Японии очень высокоразвитый. И, соответственно, если у них отсутствует возможность открывать новые рынки и куда-то расти, то такая экономика попадает в так называемую ловушку совершенства. Так, вышли данные по объему промышленного производства Китая и инвестиций в основной капитал. Данные плохие, потому что они хуже и предыдущего значения, и прогноза. Это указывает на то, что с одной стороны в Китае падает объем производства, то есть китайская экономика будет неминуемо тормозиться. И с другой стороны, получается, не ожидают особых перспектив и не инвестируют в основной капитал, этот показатель также идет на снижение. Так, друзья, но переходя к графику по Китаю, что мы видим? Мы видим, что так называемый постковидный отскок, он себя исчерпал, и сейчас идет постепенное проседание, возврат к тем значениям, которые были и ранее. Уже как бы практически эти значения достигнуты, вошли в эту область. И далее остается здесь просто ожидать, как будут разворачиваться события. Скорее всего, все равно продолжится снижение до уровня, я так предполагаю, 5%. Но здесь относительная величина, это прирост год к году. Почему именно 5%? 5%, вот если рассматривать весь этот отрезок, это некое медианное значение из нижнего диапазона, можно назвать это так. Чем это чревато? Это чревато тем, что ВВП Китая не будет расти надлежащим образом, и экономика Китая, и фондовый рынок Китая окажутся под давлением. Ну, они уже находятся под давлением, но в ближайшее время, я думаю, ситуация она ухудшится. Так, друзья, следующий интересный график инвестиций в основной капитал год к году Китай. Что мы видим? Мы видим, что пик инвестиций был в 2008-2009 годах. Далее здесь пошло снижение. Ну и это снижение, оно на самом деле развивалось еще до эффекта ковида. Когда возник ковидный кризис, тут вообще как бы было падение, но оно и вполне объяснимо. Все резали косты и снижали инвестиции в основной капитал. Ну, вполне естественная реакция. Сейчас произошел отскок аж до значений, которые превышали, но это опять же относительные значения, показатели 2008-2009 года. Ну и на самом деле вот этот показатель, он очень интересный, потому что если он растет, если он не стагнирует, это говорит о том, что есть положительные ожидания от будущего страны, с одной стороны. С другой стороны, инвестиции в основной капитал, если они более или менее успешно проводятся, они приводят к тому, что экономика так или иначе начинает расти. Проблема Китая заключается в том, что вот этот показатель, особенно в последнее время, он, насколько мне известно, достаточно неэффективно расходуется. То есть деньги, которые идут на увеличение, обновление основных средств, они порой с учетом поддержания необходимого темпа роста ВВП не очень рационально используются. Ну и когда такие ситуации возникают, это приводит к тому, что система подобная, она рано или поздно на примере Советского Союза дает сбой. Так, друзья, далее то, что касается коронавируса. Коронавирус, соответственно, это скорость восстановления мировой экономики, и это то, что непосредственно влияет на цены и спрос на нефть. Ну, мы видим количество новых случаев, здесь фактически уже голова и плечи нарисовались, и пока никакого сколь существенного отката в росте новых случаев не происходит. Мы видим, что Соединенные Штаты начали очень сильно фонить в новых случаях. Ну и казалось бы, при таком проценте привитых, вот такого ужасающего роста его не должно было происходить просто никак. Поэтому для меня загадка, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Так, в Иране тоже какой-то трэш творится, там просто мощнейший
взлет идет новых случаев. Ситуация не очень позитивная, но не удручающая в Объединенном Королевстве, Великобритании и в России. Ну а по Китаю информация весьма скудно, весьма спорно предоставляется. Но опять же, то, что касается Китая, там ситуация, она немножко с другой стороны представляет опасность для мировой экономики, потому что там, как только возникает какой-то случай, какая-то вспышка, они все очень жестоко, очень сурово блокируют. И поэтому здесь скорее риск от того, что будет остановка экономики, замедление, нежели от того, что развернется рост новых случаев, и, соответственно, это будет в той или иной степени оказывать какое-то понижательное влияние на экономический рост и на те процессы, которые в стране происходят. То есть здесь как бы может быть резкое действие, которое сразу все нарушит. Так, друзья, ну и вот переходя к новостям, на текущий момент все СМИ забиты новостями о том, что происходит в Афганистане, что Талибан взял власть. Талибан — это запрещенная в Российской Федерации организация. Они вошли в Кабул, и можно сказать, что они, соответственно, правят Афганистаном на текущий момент времени. Но смотрите, возникают вопросы, как это повлияет вообще на то, что происходит в мире, в регионе, на фондовые площадки, на спрос на нефть и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим карту, то что мы увидим? Мы увидим, что действительно Афганистан занимает достаточно важное положение, то есть граничит со многими странами, и если в Афганистане будет продолжаться гражданская война, то, соответственно, это может дестабилизировать и те страны, которые к нему прилегают. Его географическое положение создает предпосылки для того, чтобы эта страна стала достаточно важным транспортным узлом перевозки грузов по суше из Китая. Но здесь есть ряд моментов. Первый момент заключается в том, что эта страна имеет горный рельеф, и здесь, конечно, транспортировка, она, в общем-то, сопряжена с соответствующими сложностями, когда в горах необходимо создавать и поддерживать дорожную туннельную сеть. То есть это, конечно, существенный такой момент негативный. Что касается событий политического, социального устройства Афганистана, это страна, которая уже на протяжении тысячелетия находится в состоянии различных конфликтов. Ее многие так называемые великие державы пытались захватить, это все время заканчивалось тем, что они оттуда бежали, поджав хвосты. Ну и, собственно говоря, что мы сейчас и наблюдали с американцами. Возникает вопрос, те события, которые произошли, насколько они существенно повлияют на окружающие страны, потому что это может дестабилизировать ситуацию в таких странах, как Узбекистан, Киргизия, Казахстан, ну и как следствие это отразится и на России. И с другой стороны, как это повлияет вообще в целом на экономику мира и на экономику региона. Я думаю, с моей точки зрения, здесь не будет особо существенного какого-то влияния. Да, политически эта новость получила очень существенный резонанс. Потому что, по сути, как ни крути, это получается поражение Соединенных Штатов. Они 20 лет там находились, и в результате оттуда, получается, они оттуда бежали. Но с другой стороны, если смотреть несколько под другим углом на этот вопрос, то здесь, получается, они туда входили совершенно другой целью. То есть, как только они, скажем так, расправились с тем сообществом, которое, по их мнению, у них там организовало 11 сентября, они должны были оттуда уйти. Они оттуда не уходили, что-то там делали. Но надо четко понимать, что за время нахождения военной коалиции НАТО в Афганистане, Афганистан стал крупнейшим производителем наркотрафика. И поэтому, с этой точки зрения, того дестабилизирующего влияния, которое он оказывал на Евразию, на Россию, на Европу, здесь, мне кажется, что были американцы, что нет американцев никакого, здесь особо влияние не изменится. С другой стороны, это общество, которое оно живет по средневековым обычаям, там соответствующий уклад социальный. Я не знаю, американцы, видимо, они недостаточно понимали, что страну, которая находится там в 15 веке, равно как и страну, которая находится там в 17-18 веке, ее нельзя взять и переместить в современный мир.
Но, возможно, здесь имело место быть какое-то благостное заблуждение со стороны Соединенных Штатов. Но я думаю, здесь были определенные, в основе лежали определенные просчитанные шаги, что то, что их нахождение в Афганистане будет определенным образом оказывать влияние на Европу и на Китай. Поэтому, с моей точки зрения, уход Соединенных Штатов из Афганистана, в общем-то, практически не очень существенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе повлияет на окружающие страны, в том числе и на Россию. Да, сейчас может быть какое-то нагнетание, какой-то всплеск, но в самое ближайшее время, я думаю, здесь все стабилизируется и утрясется. Но потому что там американцы, они по сути ничего особо и не решали. Там средневековые уклады какие были, такие они на протяжении всего времени и оставались. Поэтому, с моей точки зрения, вот это все новостное обсуждение ситуации в Афганистане, оно носит скорее краткосрочный характер и новостной, ну и плюс, соответственно, падение престижа Соединенных Штатов, которые вроде как оттуда убежали. Уже всюду тиражируют фотографии сравнения этого вертолета, там Сайгон-75 и Кабул-2021. И поэтому, с моей точки зрения, да, вот эту всю неделю события в Афганистане, они будут преобладать, скорее всего, в новостной ленте. Но я думаю, на мировую экономику и на экономику региона это существенно не повлияет. Влияние, я думаю, здесь может все-таки возникнуть, если какая-то внешняя сила решит регион дестабилизировать. Если такое произойдет, то на фоне того раскола афганского общества, который уже на протяжении веков имеет место быть, я думаю, эту страну превратить в какой-то полыхающий оазис не составит особого труда. Но я все-таки больше склоняюсь к мысли о том, что уход американцев отсюда ситуацию все-таки стабилизирует с большей степенью вероятности. Так, друзья, на секундочку возвращаясь к календарику. На сегодня предполагается индекс производственной активности Нью-Йорк Empire State в 15:30. И поздно вечером объем покупок долгосрочных бумаг Соединенные Штаты. Ну, смотрите, сегодня достаточно в плане макроэкономики спокойный день. Но я думаю, во второй половине дня, ближе к открытию американских площадок, должны появиться какие-то новости, которые, поскольку сегодня понедельник, они волей-неволей будут оказывать влияние на рынок. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Начнем с Baltic Dry. Стоимость морского фрахта, как вы видите, это месячный таймфрейм. Здесь никакого снижения не происходит, наоборот, судя по тому, какие процессы заложены здесь и что никакого отката не происходит, весьма вероятно в ближайшее время будет тестирование на пробой 4700. Если таким образом события сейчас развиваются, это окажет дополнительное инфляционное давление на мировую экономику и, как следствие, возможно, достаточно суровое действие со стороны Федеральной резервной системы Соединенных Штатов. Так, друзья, далее китайский фондовый индекс. Здесь мы видим, неделя открылась достаточно позитивно. Китай пытается отскочить и вернуться в диапазон выше 5000. Переходя на дневной таймфрейм, судя по динамике движения, скорее всего в ближайшее время этого не произойдет. Или если произойдет, это будет носить краткосрочный характер, и потом последуют коррекционные откаты, возврат к значению 4900. Не хочет Китай сейчас расти, не хочет. Так, друзья, далее S&P, это S&P на фьючерс, дневной таймфрейм. Здесь сегодня пока тенденция на то, что будет боковичок. Если переходить на часовик, то здесь, получается, стопы собрали. И, соответственно, сейчас намечается движение, у которого цель 4470. Вот сюда, к этому значению. Соответственно, здесь, что интересно, если возникает коррекционный откат с пробитием 4450, то весьма вероятно отсюда пойдет движение, цель которого будет потестить 4430, вот этот уровень. На текущий момент больше факторов указывает на то, что сегодня нас ожидает боковик. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Смотрите, действительно там по SOTOS FTC спекулянты режут лонги, ковид продолжает буйствовать, всякие политические новости в Афганистане происходят не очень позитивные. По крайней мере, на первый взгляд, как это кажется, потому что любые такие изменения, они часто приводят хотя бы к временной дестабилизации ситуации. Но я думаю, то, что в Афганистане происходит, оно на нефть особо не повлияет.
скорее всего, даже вообще никак не повлияет. Исходя из дневного графика, в ближайшее время сегодня будет тестирование уровня 69, и в случае его пробоя разовьется движение вниз, у которого первая цель 67,4, и в случае пробития движение на 66,25. А если переходить на часовой график с дневного, то здесь ситуация не такая страшная. Исходя из часового таймфрейма, сейчас намечается коррекционный отскок, у которого первая цель движения — это попытка взять уровень 70,75. Соответственно, сегодня вот этот отскок, он не состоится, если будет движение вниз и пробой уровня 69,43, 69,35. Пробитие вот этого диапазона не даст возможности для того, чтобы развернуться и отскочить на это значение. Так, друзья, далее VIX, американский индекс страха и волатильности, дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму вот это снижение VIX, падение волатильности, оно подошло к концу, и сейчас намечается разворот и отскок. Так, ну и по сути, вот если брать по VIX часовой график, то получается, что все, вот эта фаза укрепления, снижение VIX, которое происходило, она подошла к концу, он отбился от уровня 15-20, и сегодня весьма вероятно мы получим рост волатильности. Рост волатильности — это, соответственно, коррекционный откат на фондовых рынках. Не произойдет это в том случае, если сразу на открытии VIX пойдет тестировать и пробивать 15,2, 15, вот этот диапазончик. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Здесь идет попытка по золоту откатиться. Ну, смотрите, на той неделе 1784 чуть-чуть не доделали, но на самом деле, можно сказать, уровень отработали по ряду косвенных признаков. Так, ну и переходя на часовик по золоту, сейчас, если 1772, 1770, вот этот диапазон будет пробит, то весьма вероятно отсюда разовьется движение, цель которого, ну, первая цель сходить на 1758, 1754, вот сюда, в этот диапазон. И, соответственно, здесь весьма вероятно будет консолидация и закрепление. Если все-таки движение пойдет дальше и будет пробой 1740, то мы сегодня можем увидеть и тестирование 1730. Однако, пока вот этот диапазон не пробит, я бы не делал ставку на то, что золото сегодня будет падать. От текущих значений или от уровня 1770 весьма вероятно здесь будет консолидация и повторное тестирование 1782. Точнее 1784, пробой 1782 и дойти до 1784. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, недельный таймфрейм. По SOTOS FTSE американские спекулянты верят в рубль и делают на него ставку. Однако то, что пошел, по крайней мере, небольшой даунтренд по нефти, это, соответственно, укреплению рубля может помешать. Тем более, ну, какая у нас сейчас неделя? У нас третья неделя августа. Обычно в третью неделю августа полагается пожестить. Дневной таймфрейм здесь весьма вероятно на предстоящей неделе у нас движение будет в диапазоне 73,3. 73,65. По крайней мере, будет попытка из этого диапазона выйти наверх. Так, ну и часовой таймфрейм. Видим, здесь гэпанули и первую цель движения на 73,35 сделали. Если сейчас возникает закрепление выше уровня 73,3, то есть не будет коррекционного отката, пробоя и возврата на 73,25 под 73,3, то отсюда мы увидим движение, у которого на сегодня первая цель будет 73,47, и в случае закрепления на этой цели следующая цель — попытка преодолеть вот этот диапазончик и пойти выше. Если сейчас будет коррекционный откат и пробой 73,3, то мы по рубль-доллар переходим торговаться вот сюда, в этот диапазон 73,15, 73,3. Такое возможно, но я бы этому событию присвоил бы меньшую вероятность, нежели движение вот сюда вот и попытка здесь проторговаться, закрепиться. Друзья, основные новости, основные активы. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал, который я использую для оповещения о выходе роликов на YouTube, потому что не всегда YouTube почему-то выдает уведомления. Друзья, спасибо за внимание. Счастливо!